Добрый день, дорогие рукодельницы и гости моего канала. Меня зовут Светлана. Сегодня я хочу показать вам, как вяжется вот такой вот узор крючком. Вяжется он достаточно просто. Раппорт узора состоит из 4 петель и 2 рядов. Вяжется на базу. Хорошо смотрится связанный толстыми ниточками, примерно где-то 320 метров на 100 грамм. Вот, по сути дела, узор для теплых вещей хорошо подходит. Он получается такой достаточно объемный и теплый. Может быть, конечно, он и подойдет и на тонкие ниточки, я не пробовала. То есть мне как-то нравится он вот на таких нитках. Ну, давайте приступим. Я делаю одну слепую петлю и набираю 16 воздушных петель. Дальше делаем 3 петли подъема. И вот сюда, во вторую петлю от петель подъема, провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем весь ряд столбиками с одним накидом. Всего должно получиться 16, включая кромочные. Провязали 16 петель. Делаем одну петлю подъема, поворачиваем вязание и за 2 полупетли предыдущего ряда каждого столбика провязываем по столбику без накида. Также должно получиться 16 петель. Провязали 16 столбиков без накида. Делаем 3 петли подъема. Поворачиваем вязание и начинаем вязать непосредственно сам узор. Делаем накид на крючок и получается 1, 2 вот сюда в третью петлю. То есть получается, что у нас столбик вот этот вот, который мы будем формировать, он пойдет над вот этим столбиком, третьим. Одна кромочная, вторая и третья петля.
То есть вот эти вот у нас будет кромочная, 1 столбик, и следующие 4 столбика будут формировать уже раппорт. Потом опять 4 столбика, снова 4 столбика, и вот здесь вот у нас будет столбик и кромочная. Так, сформировали 1 столбик с одним накидом. Далее делаем 2 накида на крючок. И получается, что у нас вот здесь вот первый столбик раппорта, второй, третий столбик. Мы провязываем столбик с 2 накидами. Снова делаем 2 накида на крючок и в следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами. Снова делаем 2 накида на крючок и возвращаемся вот в этот вот второй, получается, столбик раппорта. Под этот столбик мы провязываем столбик с 2 накидами. Далее вот сюда, получается, вот здесь будем над этим столбиком формировать столбики с 1 накидом. Снова сделаем 2 накида на крючок и вот сюда в третий столбик раппорта провязываем столбик с 2 накидами. Опять 2 накида на крючок. В четвертый столбик раппорта провязываем столбик с 2 накидами. Опять 2 накида на крючок и возвращаемся. Вот сюда провязываем столбик с 1 накидом. Далее делаем накид на крючок, в третий столбик раппорта провязываем столбики с 2 накидами. Опять 2 накида на крючок, снова столбик с 2 накидами. Опять 2 накида на крючок и возвращаемся во второй столбик раппорта. Провязываем столбик с 2 накидами. Далее провязываем столбик с 1 накидом и кромочный столбик. Делаем 1 петлю подъема, разворачиваем вязание. И в каждый столбик предыдущего ряда по 2 полупетли провязываем столбики без накидов.
Делаем 3 петли подъема, разворачиваем вязание. Далее над вот этим столбиком нашим предыдущего ряда одиночно стоящим мы формируем еще один столбик с одним накидом. Делаем 2 накида на крючок. И вот сюда, в средний столбик, под средний столбик, провязываем столбик с 2 накидами. Снова 2 накида на крючок. Теперь вот под этот столбик делаем столбики с 2 накидами. Снова 2 накида на крючок. И уже под вот этот первый столбик делаем столбики с 2 накидами. Столбик с одним накидом. Над столбиком с одним накидом предыдущего ряда. Далее раппорт повторяется в среднюю. Сначала в среднюю петлю. Затем под эту петлю. Под последнюю. Снова столбик с 2 накидом под первую петлю. По сути, это вот мы сейчас вяжем раппорт. Вот получается вот такие вот у нас косички. Снова столбик с одним накидом над столбиком с одним накидом предыдущего ряда. И далее провязываем столбики с 2 накидами, сцепляя их за столбики с 2 накидами предыдущего ряда. Формируем столбик с одним накидом, далее кромочный столбик. Делаем 1 петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Вот таким образом вяжется этот узор. На этом, я думаю, все. Просто повторяете теперь каждый ряд и получаете в итоге вот такое вот красивое полотно. На этом все. Кому видео было интересно и полезно, пожалуйста, поставьте лайк.
Я желаю вам легких петелек, красивого вязания и огромная благодарность всем, кто досмотрел это видео до конца.